Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим данные SOTES FTC, которые вышли в пятницу. Они отображают позиции, которые были зафиксированы во вторник вечером. И посмотрим, проанализируем, куда пойдут котировки на основании этих данных. SOTES FTC, и потом посмотрим, какие позиции на форсе ММВБ и куда это может привести в понедельник. Котировки на московской фондовой бирже. Так, давайте открываем наш волшебный календарик. Что тут у нас такого? Число активных буровых установок от Baker Hughes. То есть сколько там дырок, в которых они сверлят и добывают оттуда нефть. Достаточно динамичный прирост идет. Было 246, стало 258 на 8 единиц. Но на текущих значениях цены на нефть количество вот этих активных буровых агрегатов должно быть порядка 300 плюс-минус. Вот, соответственно, если нефть растет 57 и выше, по Brent, я ориентируюсь по Brent. Хотя это данные по Америке, но тем не менее Brent, с моей точки зрения, наиболее удобный и эффективный индикатор. Соответственно, то есть будут ее, пока нефть в районе полтинника болтается, будут ее подтягивать. Если нефть уходит 57 и далее, то мы увидим движение на 350-400. Пока, я думаю, вот это количество будет в диапазоне, его затянут на 280-300. Это количество в наибольшей степени статистически соответствует такой цене на нефть. Так, ладно, перейдем, собственно говоря, к SOTES FTC. Ну, давайте начнем, наверное, с нефти, поскольку нефть, золото, валюта, то, что для нас важно, играет существенную роль. Так, ну что у нас здесь? Было лонговых позиций по американским спекулянтам, ну или там, по-моему, если не ошибаюсь, это non-commercial обозначается. 517,2 тысячи лонгов. Сейчас такое же значение, как и было неделю назад. По золоту видим такая же ситуация. То есть здесь, скорее всего, ошибочные данные. Давайте мы посмотрим эти данные в другом источнике. Итак, по нефти SOTES FTC интересует позиция спекулянтов. То есть то, что обозначается non-commercial. Так, вот у нас на 1 декабря, то есть это данные, которые были на прошлую пятницу, 4 декабря, потому что отображается то, что во вторник было 517 тысяч 200 лонгов контрактов. Но чтобы не было никаких инсинуаций, давайте вот с календариком сверим. Здесь вот тоже видите 517,2, но это 1000 контрактов лонговых. Так, но это было на прошлой неделе, а сейчас их стало 514,6. Небольшое снижение, то есть здесь, скорее всего, по нефти ожидается боковик и колебания в районе $50 за баррель по бренту плюс-минус. Но опять же, это ожидание статистическое, это не значит, что нефть не может уйти выше или ниже. То есть это вот сценарий, который вырисовывается из позиции SOTES FTC. Так, но по золоту здесь такая же беда. Так, ну вот данные по золоту. Нас интересует то, что non-commercial. Так, на прошлой неделе было 260 тысяч лонгов, сейчас стало 269. То есть ожидание на то, что золото на предстоящей неделе будет расти. Так, друзья, далее серебро. Давайте по серебру посмотрим, какая ситуация. По серебру те же данные, non-commercial 47,89, это тысяч контрактов было лонгов. И, соответственно, стало 48,4 тысяч. То есть, ну, здесь рост так же, как и по золоту. Соответственно, по серебру наиболее вероятно, исходя из этих данных, на предстоящей неделе будет рост цен на серебро. Так, далее по NASDAQ. Здесь у нас что получается? Non-commercial, short 60 900, long 70 тысяч. Ну, где-то получается одно минус другое, лонги 10 тысяч контрактов. Так, по графику, что мы видим? Было минус 22 600, стало плюс 10 тысяч. То есть по NASDAQ новые вершины, судя по всему, ожидаются. Так, далее то, что касается позиций по рублю. Так, но по рублю немножко увеличили количество шортов. То есть делают ставку на то, что рубль будет проседать. Но опять же, здесь
Последние месяцы идут колебания в районе нуля, поэтому я думаю, здесь пока не будет пересечения нулевой линии, то есть качественный переход из шортов в лонги. Я думаю, эти данные, они мало показательные, то, что касается рубля. Так, ну у нас еще остается по евро. Тоже, видите, здесь вот на этом сайте иногда бывает данные некорректно предоставляются. Они либо не обновляются, либо долго не обновляются. И поэтому любую информацию лучше всегда перепроверять. Так, по евро. Так, что мы видим по евро? В прошлый раз было порядка 140 тысяч лонгов. И на текущий момент 156 тысяч. То есть увеличили лонги, ожидает, что евро продолжит восхождение. Но вот касательно доллар-евро, там есть уровень 1,235 тысячных. Вот мы на него, скорее всего, придем. Далее будет вопрос 1,24. Будет оно пробито или от него пойдет отбой и начнется разворот и движение евро вниз. Я думаю, высока вероятность того, что по евро-доллару как раз на предстоящей неделе ситуация и решится. Будет достигнуто 1,235 тысячных. И дальше либо пойдет движение наверх, укрепление евро, либо мы увидим разворот. Так, ну давайте еще биткоин посмотрим для разнообразия. По биткоину немножко наращивают шорты. То есть делают ставку на то, что биткоин будет либо консолидироваться, либо откатываться. Ну пока она не очень большая. Так, ну еще, наверное, забыли медь. Купер. Давайте посмотрим, что там с Купером. Так, по меди были позиции 79 856 сотых, ну для ровного счета 80 тысяч. И на текущий момент они стали чуть больше 80 тысяч лонгов. То есть, по меди ждут либо небольшой рост, либо консолидация на достигнутых значениях. Это исходя из позиции по спекулянтам, non-commercial. Но с моей точки зрения это в наибольшей степени, во всяком случае из моей практики, индикатор, который с высокой степенью корреляции описывает движение на предстоящей неделе. И давайте сразу посмотрим позиции по фьючерсам ММВБ на форте, что нас ожидает в понедельник в части позиций юридических лиц. Итак, у нас получается немножко больше нарастили шортов, чем лонгов. То есть ожидания такие, что рассчитывают на консолидацию, на проторговку на достигнутых значениях. Но видим с вами, что физики, они имеют достаточно большое количество шортов. То есть делают ставку на то, что индекс будет падать. Вот, в общем-то, и топливо для движения наверх. Потому как 17-го экспирация, и, скорее всего, вот этих товарищей будут дожимать. Ну, то есть, вот исходя из таких вводных условий, вполне 150 тысяч мы можем сделать по фьючерсу РТС. Ну, конечно, не надо делать слепые ставки. Всегда надо ставить take profit и стопы. Потому что рынок вещь, она стихийная, непредсказуемая. И вроде порой кажется, что вот-вот оно будет, но тут же какой-то хитрый ход и происходит откат. Так, ну далее Сбер, наша звезда. Что тут ожидает, что по Сберу будет продолжаться восхождение, рост. Но опять же, видите, сколько физики шортов по Сберу понабрали. Ну, я вот помню, 4 или 5 лет назад появилась такая пословица, что никогда нельзя шортить Сбер. Но тогда это была как шутка. Вот. Но я думаю, что, в общем-то, это не шутка, это на самом деле так. То есть, в средний и долгий срок Сбер лучше не шортить. Если только внутри дня, ну или когда все валиться будет подряд. Итак, по Сбербанку на понедельник ожидание продолжения роста. И судя по вот этим позициям на понедельник и вообще по соотношению у физиков какое количество шортов, я думаю, что до 18-го, тут 18 у него экспирация написана, наверное, мы 285 перепишем, но здесь совсем уже осталось чуть-чуть. И если нефть не подведет, то возможно даже там закрепимся. Хотя на самом деле уже рост настолько он, ну скажем так, нервно идет, что пора бы хотя бы какой-то коррекционный откат сделать. Так, далее Газпром. Но по Газпрому ставки на то, что Газпром будет откатываться вниз, по крайней мере в начале торговой сессии. Но он ключевой уровень 200 сделал, следующая цель 206. Вот, ну
посмотрим на новостной фон, юрики делают ставку на то, что Газпром будет откатываться в начале торгов. Но опять же, вот если посмотрим на более долгий срок, какое соотношение позиций, физики делают ставку на то, что Газпром будет расти, лонгуют. Очень часто физиков наказывают, очень часто, гораздо чаще, чем юриков. Но исходя из этих данных, в понедельник с утра, скорее всего, будет откатное движение вниз по акциям Газпром. Далее Норильский никель, ну здесь тоже ставка на коррекционный откат. Так, друзья, далее рубль-доллар. Здесь юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться в понедельник, по крайней мере, с утра. И опять же, навес из лонгов физиков, но он как бы будет препятствовать отскоку доллара. Евро-доллар. Здесь юрики делают ставку на то, что евро к доллару будет в понедельник проседать. Еще раз обращаю ваше внимание, дорогие друзья, вот это соотношение не означает, что весь день тренд будет идти в этом направлении. Может быть просто короткий задерг вниз, например, на ослабление евро, потом откуп, и после этого будет весь день либо консолидация, либо, возможно, даже рост. То есть вот это соотношение, оно с высокой степенью вероятности указывает на то, куда состоится движение. Но не факт, что весь день оно будет проходить в этом направлении. Далее евро-рубль. Здесь ставка на боковик. Так, британский паунд, но здесь его будут, судя по всему, валить. Так, нефть. Здесь ставка на то, что нефть будет проседать. Юрики ждут коррекционный откат по нефти. Немножко это не стыкуется с укреплением рубля. Но таких нестыковок в последнее время очень много. Вот. Здесь опять же физики накупили нефти в лонг. Юрики будут их постепенно отжигать. Серебро. Ну, я думаю, здесь с сотами все коррелирует. Серебро на рост в понедельник. Золото. Здесь ситуация аналогична. По золоту предполагается рост. Так, далее природный газ. Но здесь, скорее всего, в понедельник тоже мы увидим с утра рост. Но здесь какой-то рост, он будет такой вымученный, наверное. Так, друзья, ну, в общем-то, вся основная информация, которую хотел до вас донести. И обращаю ваше внимание, если вы какие-то данные где-то берете даже на регулярной основе, всегда их анализируйте и проверяйте, потому что часто бывает так, что где-то регулярно какие-то сбои бывают, где-то там не ту циферку в табличку вставили, и нельзя от этого зависеть. Надо постоянно хотя бы как-то аналитически отслеживать, потому что вот видите, сейчас календарик открыл, а там оказываются цифры такие же, как и в прошлый раз. Но такого не может быть, что все данные они с прошлого раза повторились. Либо соответствующие сведения не поступили, либо там ошибка. Ну, скорее ошибка, поскольку никаких праздников на неделе не было, и эти данные должны были выйти в пятницу. Все, друзья, спасибо за внимание. Удачи!